дорогие! Многие из нас озадачены поиском ответа на вопрос, сколько необходимо белков, жиров и углеводов нам в сутки. Ведь у нас у всех разные цели. Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет удержать свой вес, а кто-то хочет наоборот поправиться. Так что же делать в этой ситуации? Но прежде чем мы это выясним, вы обязательно должны рассчитать, сколько калорий необходимо вам в сутки. А уж потом мы разберемся, сколько белков, жиров и углеводов вам необходимо для поддержания вашего организма. Итак, существуют такие шаблонные значения. 30% вашего рациона должно состоять из белков, 20% из жиров и 50% должно состоять из углеводов. Но эти показатели могут как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от ваших целей, от вашего телосложения, от вашего возраста, от вашего пола и от того, насколько интенсивно у вас тренировки и есть ли они вообще. И теперь давайте по отдельности разберемся, сколько необходимо белков, жиров и углеводов в вашем питании и вообще зачем они нужны. Итак, белок – это самый важный питательный элемент для поддержания и построения ваших мышц. Очень важно получать качественный белок с полным набором аминокислот. Самый лучший белок вы найдете в яйцах, нежирной свинине и говядине, в курице, в индюшке, в рыбе нежирной, в морепродуктах, нежирной молочной продукции и в растительных белках. Недостаток белка ведет к замедлению роста мышечной массы, также ваша кожа становится менее упругой, что ведет к обвисанию кожи и появлению растяжек. И в общем ваш организм становится менее устойчивым к разным инфекциям. Избыток белка обеспечит вам проблемы с печенью, хотя в наше время чаще встречается именно недостаток белка, чем его избыток, так что лучше здесь держать золотую середину. Итак, если вы ведете сидячий образ жизни, то есть не занимаетесь спортом вообще, то вам будет достаточно 1 грамма белка на 1 килограмм веса или может быть 1,5 грамма. Если вы ведете активный образ жизни, то есть занимаетесь спортом 2-4 раза в неделю и довольно-таки хорошо, возможно, вы еще наращиваете мышечную массу, то девушкам необходимо от 1,8 грамма белка на 1 килограмм веса или около 2,5 грамма белка. И только мужчинам, которые наращивают мышечную массу, необходимо около 3 граммов белка. И в 1 грамме белка содержится 4 калории. Жиры – это тоже источник энергии, но он гораздо превосходит по энергии другие пищевые вещества. При сгорании 1 грамма жира образуется 9 калорий, а при сгорании белка и углеводов по 4 калории. В своем рационе необходимо отдавать предпочтение именно ненасыщенным жирам, так как в организме они не вырабатываются. Лучшие источники таких жиров находятся в жирной рыбе, оливковом и льняном масле и орехах. Если в вашем рационе будет недостаток таких жиров, то состояние ваших волос может ухудшиться, также пострадает кожа и ногти. Очень опасен недостаток жиров для девушек, так как это одна из причин прекращения менструального цикла. Избыток жира, конечно же, приведет к увеличению вашего веса, появлению прыщей, ваша кожа резко испортится и общее состояние вашего организма и пищеварительной системы резко ухудшится. Так что следить за количеством жира в вашем рационе очень важно. Придерживайтесь золотой середины. 1 грамм жира на 1 килограмм вашего веса. Переходим к углеводам, к лучшему источнику энергии. Они играют очень важную роль, так как организм в качестве топлива использует глюкозу, которая вырабатывается из гликогена, хранящегося в мышцах и в печени. А запасы гликогена пополняются именно тогда, когда мы съедаем углеводную пищу. И если в питании недостаточно углеводов, то вместо топлива идут ваши мышцы. Сколько же нужно тогда углеводов? В зависимости от ваших целей – худеть, удерживать вес или его набирать, в большей степени будет меняться именно количество углеводов. Шаблон, от которого нужно отталкиваться, это 5 грамм углеводов на 1 килограмм вашего веса. 1 грамм углевода – это 4 калории. Здесь все довольно-таки просто. Если вы хотите худеть, то постепенно избавляйтесь от простых углеводов и уменьшайте порции сложных углеводов. Но опять же, держитесь тех необходимых цифр, которые необходимы для нормального функционирования вашего организма. Недостаток углеводов приведет к потере энергии, вы постоянно будете вялыми, уставшими и раздражительными. Также не забывайте, что углеводы тесно связаны с белками, вы всегда рискуете потерять ваши мышцы. А избыток углеводов грозит вам лишним весом, так как лишние углеводы – это энергия, которую вы не использовали и которая пойдет вам в жировые отложения. Но опять же я повторюсь, что все эти данные – это шаблоны, и все эти цифры вы должны подстраивать под себя, под свои цели, под свои данные. Давайте, к примеру, возьмем меня.
У меня вес 58 килограмм, я занимаюсь интенсивно 3-4, может быть, даже раза в неделю. Моя цель удержать свой вес, но немножечко хочу прибавить мышечной массы. Итак, белка я возьму 2,5 грамма на 1 килограмм моего веса, чтобы немного прибавить мышечной массы, 1 грамм жира, чтобы не потерять красоту волос, кожи и так далее, и 4 грамма углеводов, чтобы выглядеть немножечко рельефной. В итоге у меня и получилась примерно та калорийность, которую мы считали с вами в видео. Если я захочу похудеть, конечно же, я буду убирать калорийность за счет углеводов. Если я хочу наоборот поправиться, естественно, я буду ее повышать. На самом деле все очень просто, и со временем вы будете смотреть на тарелку с едой не просто как на тарелку с едой, а как на белки, жиры и углеводы. Ваш организм очень умный, и со временем он поймет, что это будет лишнее сегодня, или мне не хватает там каких-то углеводиков или белков, и со временем вы научитесь все это чувствовать и понимать, слушайте свой организм. Также для тех, кто не смотрел мой дневник питания, правильного питания на целую неделю, я думаю, вам будет полезно просмотреть эти видео, так как мы считали там жиры, белки и углеводы за сутки, сколько мне получалось. В общем, вся эта тема, как это все рассчитывается, я думаю, вам будет интересно посмотреть. И помните, наша главная цель – это сохранить ваше здоровье, а уж потом все остальное. Я вам желаю удачи, всех целую.